Привет всем, друзья! Вот и пришел наконец-то тот долгожданный миг, когда я отправляюсь на рыбалку. Должен сказать, погода просто радует, по-осеннему теплый денек с небольшой рябью на воде. А это означает, что есть все шансы удачно порыбачить. Я уже успел снарядить вот такую поплавочную нехитрую оснастку. Замутил немножко грубовато, конечно, но мне пришлось удержать мой грузик дополнительными 2 стопорками. Все дело в том, что мои стопорки рассчитаны на леску с большим сечением, чем у меня, поэтому они немножко бегают. Как бы там ни было, добавление 2 дополнительных стопорков решило мою проблему со скользящим грузиком. А в остальном вся снасть выглядит рабочей. В этой рыбалке я буду впервые использовать морской тип катушки. Надеюсь, он меня не подведет. Рыбы мне обещали много. В основном это бас, то есть наш окунь. Их здесь огромное количество и разные виды. В качестве наживки я буду использовать песчаных червей. Классика для поплавочной удочки. Они как никто лучше подходят для охоты на хищника на тихой воде. А что касается мест для рыбалки с берега, то далеко ходить не надо. 2 отличных места находятся прямо вблизи моей палатки. Такой себе мыс доброй надежды. Думаю, достаточно неплохое место. Имеется небольшой топлячок, и присутствуют некоторые окошки среди лилий, куда можно прицельно закидывать поплывок. Топлячок здесь хвойный и в аккурат притоплен с левой стороны. Насколько я знаю, окуневая братва просто обожает такие места для своих укрытий. Весь мыс – это огромная глыба некогда обрушившейся скалы, сформировавший небольшой островок, который облюбовали сосны, оплетая и укрепляя его своими корнями. Таким образом, передвигаться здесь нужно с особой бдительностью, дабы не угодить в такую корневую ловушку. Вода здесь хоть и стоячая, но достаточно чистая. Несмотря на большое обилие лилий, топляков и всяких там водорослей, в ясную погоду дно просматривается до 1,5 метров. Просто удивительно, как вода сохраняет свою прозрачность при таком количестве растительности. Другой вариант рыбалки – это рыбалка с лодки. Я его также не исключаю и, честно сказать, к нему больше привержен. Как правило, вода возле берега более прогретая и теплая, что в свою очередь привлекает огромное количество малька и как результат делает рыбалку более активной, но при этом менее интересной. Да, тут уж как ни крутите, друзья. Имея в распоряжении такой отличный каноэ, любая рыбалка с берега просто автоматически отправляется на второй план. Ведь не мудрено, что именно с воды подобраться к заветным местам рыбной ловли становится намного проще. А пока я буду рыбачить, вот такая вот 25-ваттная солнечная панель сделает свое грязное дело. Подготовят мои фонарики к наступлению темноты. День сегодня выдался на славу. Он оказался достаточно теплым и солнечным. А это, в свою очередь, означает, что панель будет работать быстро и максимально эффективно. Всем рекомендую, друзья, особенно если вы находитесь на островах или в какой-либо отдаленной местности. Меньше слов, ближе к делу. Присутствует небольшой бриз, солнце достаточно высоко и по-осеннему щадящее. Обычно, друзья, в осенний период температура воды в мелководных реках и озерах очень быстро понижается. И окунь очень замедляет активность. Таким образом, на хищника лучше всего охотиться в прибрежной зоне или на мелких участках. Знаете, друзья, я не читал там всяких Сабанеевых и тому подобных авторов. Но мой батя говорил, что активность хищника наступает во второй половине сентября, и я склонен ему верить. Также обратите внимание, друзья, что ловить окуня осенью лучше во второй половине дня, чем я, собственно, и буду заниматься. Так что отправляюсь я на рыбалку. Надо будет переплыть кусочек такой, нехиленький, скажем. И везде попробую, как оно клюет. Так что оставайся, будет интересно. Возьму я с собой вот такие вот ножницы рыбацкие. Ими удобно снимать крючок. Здесь окунь. Окунь очень часто глотает очень глубоко. Поэтому есть вероятность, что извлекать крючки будет очень тяжело. На мне уже спас жилет. Вот он. С таким вот кольцом отрывным. Самонадувающийся.
Поэтому, как бы, насчет безопасности я тоже подумаю. Ну и баночка Швепса. Она тоже со мной. Вновь рвешь меня на части, ты уходи прочь. 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 Я с тобой на грани, хочу уйти. Все, что видишь ты, став с тобой врагами. Я ищу пристанище для души. Остыла мне далее, остыла мне далее, остыла мне далее ладонь. Где ты не видна? Помню глаза. А, кстати, вот мой остров, откуда я ночью чуть не высадился на этот остров. Там плодятся гуси, походу, гнезда. Я их спугнул ночью, они как ломанулись оттуда. Я думал, что я там на той лодке блины начну валить. Короче, было дело в Варшаве. Жарко было в Египте. Ну, скажем так, на веслах здесь хороших полчаса, а то и больше. Придется потерять это время. Поиск тебя заводит меня в тупик. Фух, до хера этих кувшинок. Короче, прошел кувшинки, сейчас буду пробовать где-то, ну типа за якориться, хотя у меня якоря никакого нихуя нету, и покидать. Кстати, вода где-то просматривается на метр. И что интересно, глубина, конечно, небольшая. Но что интересно, под водой тоже скалы, тоже камни. Довольно везде наблюдаю это все. Да. Ну, есть, конечно, пиздовательный кусок. Фу. Но буду пробовать, а что делать. Сейчас развернусь. Вот, потому что меня прибивает ветром постоянно к берегу. Бляха. Планирую вот туда, короче, чуть дальше отъехать, отплыть и там попробовать закидывать. Глубина тут везде, в принципе, не такая большая. Все одно укрыто водорослями. Довольно таки густой слой водорослей везде. Но это меня не смущает. Да, сейчас мы попробуем все это дело. Из-за того, что здесь обильная растительность, улиток просто немерено. Просто немерено. Они и на поверхности всплывают, и
под водой. Короче, они везде. Так. Все же интересно, какая здесь рыба. Не знаю, что здесь можно словить, но попытаться надо. Попытаться надо, и это будет хорошим таким опытом, потому что очевидно, что в прибрежных зонах вода более теплая, и там, мне кажется, рыбы будет побольше. Но я все-таки попробую с центральной части, и кто его знает, может быть, у меня что-то получится. Что это мы все без молока и без молока? Так и умереть можно. Так, окей. Сомерсби никто не отменял, поэтому сначала подзаправимся сами, а потом перейдем к ловле. Всем хорошего настроения. Вот, кстати, тот островок, к которому я ночью подплывал, там, где меня гуси испугали. То ли они там гнездятся, то ли они там спят, непонятно. Но глубина здесь хорошая. Я попробую сейчас покидать здесь. Ух, класс. 100% канадские яблоки. Просто обалдеть. Так, насколько я знаю, вот на этой стороне, вот там есть такая пристань, чужой мостик, но там хорошая глубина, там отвесная скала, и под ней, в принципе, глубоко. Меня сейчас, в принципе, туда и вода течением будет прибивать. Так что я уже могу, в принципе, попробовать прямо сейчас закидывать. Но придется время от времени отгребать, потому что все-таки есть течение. И из-за того, что здесь катаются катера, присутствует небольшая волна. Вот. Но все будет хорошо. Ох, так, подзаправились. Попробуем. Так. Что это у нас тут? Так. Крючок, я думаю, не самый большой будет для этой рыбы. В принципе, это 8, рассчитан на разнокалибер крючок. Так что, не знаю, попробую. По крайней мере, попробую. Глубину делаю пока что для начала. Ну, я думаю, пускай будет где-то до метра. Здесь больше, мне кажется, и не надо. Так. Есть. Глубина до метра. Не знаю еще, как работает эта катушка. Для меня это новая катушка. Я никогда раньше не использовал катушки закрытого типа. Ну, типа морских таких, да. Очевидно, что она как-то... Вот. Ну, к ней надо привыкнуть, наверное. Я так понимаю. Так, мой червяк, конечно, полуживой, но тем не менее есть. Вот он, мой червяк. Немножко дохловатый, но все-таки. Так. Вот прямо не режу ничего. Вот прямо таким, как он есть. Вот, таким и буду его бросать. Все-таки он проявляет какую-то активность небольшую, поэтому должно быть все хорошо. Так. Ну и огонь. Пробуем. Бам. Так. Все-таки, мне кажется, немножко большая глубина. Как-то меня... Ух ты! Ух ты! Друзья, сразу поклевка. Дурная поклевка просто. Расслабляться нельзя, короче, понял. Да что такое? Что это клюет? Пол червя уже съела. Это дурдом. Что это такое? Бляха-муха. Ты кто?
Ты кто? А ну-ка, давай, еще раз. Опа, опа, поклевки. Есть! Так, что же это у нас? Это у нас окунь. И как всегда заглотнул просто дико. Дико глубоко. Ой. Придется тебя вытаскивать. Каким-то образом. Ну вот такой у нас окушок. Это Sunfish, другими словами. Еще называют радужный окунь, наверное, как-то так. Ну, в общем, попробуем его сейчас освободить, не поранив. А ну-ка, друг, открой. Ах ты ж, блин. Тихо, тихо, ты не нервничай так. Ну, как с тобой все непросто. Чё ж ты так далеко глотаешь-то? Червя уже не спасти. Ну, хотя бы тебя спасти. Что-то ты заглотнул прямо аж по самые помидоры, как всегда. Так, вижу крючок. Удастся ли? Ой, друг, шо ж ты такой, блин, глотальщик. Очень, друзья, глубоко глотает. Просто, ну, нереально. Немножко это меня, конечно, бесит. Вроде бы и крючок большой. Да и глотает настолько, что просто трэш. Ой, блин. Так. Ладно, попробую еще раз использовать. Да, использовать моего червяка. Он уже довольно уставший. Но я так понял, с местными окунями это, в принципе, пофигу. Вот и еще одна. И что это у нас в этот раз? Это все тот же окунь, только помоложе. И опять заглотнул по самые помидоры. Ну что ты будешь делать? Да, очевидно, он рыба сорняковая. Даже здесь. Ну все, плыви. Ух, крепко меня уже отнесло. Короче, пора чуть отплыть. Не буду я сейчас закидывать. Отплыву малеха. Чуть-чуть вперед. Вот. То как-то прибило меня к берегу. Немножко прибило к берегу. Ой. В общем, рыбы много. Достойных пока крупных особей у меня поймать не получилось. Вот, но я все-таки не теряю надежды. Вот, попробую сейчас, может быть, действительно взять как-то больше глубину, что ли. И уже с адекватной глубины пробовать покидать. Вот за этот мыс мы сейчас заходим. Вот он. Вот за этим мысом должен быть, в принципе, спад в глубину. Вот. Но в любом случае надо больше все-таки туда, к центру, оплыть и пересечь этот мыс, потому как он мне очень меня бесит. Этот ветер, течение немножко, оно все относит. Не так сильно, конечно, но тем не менее.
Так. Вот я прямо к нему сейчас. Прямо к нему развернулся. Вот. Кстати, смотри, как прикольно там вот этот мостик, да? На нем такой вазон с какими-то цветочками. Даже какие-то колоски, то ли пшеницы, то ли чего. И табличка. Табличка, на которой написано... Она уже такая выгоревшая на солнце. Она вырезана в дереве. Написано «Принц». Не знаю, будет видно, нет? «Принц». Окей. Так, да, все, вот я к нему приблизился. Но не настолько не надо к нему близко. Меня просто прибьет сейчас к берегу. Я чуть отплыву от него на нужное мне расстояние. И попробую там покидать. Вот именно на этом расстоянии. Так. О, хорошая погодка для плавания. Как раз не жарко. Вот вечерок. То, что надо просто. То, что доктор прописал. Плавать самое оно сейчас. Это уже вторая половина дня. Сейчас где-то около 5 часов вечера. Клев, кстати, наступает не сейчас. Клев наступает гораздо позже. Такое активное кормление, чпоканье по воде. Но я пробую сейчас. Сейчас я буду пробовать, чуть отъеду дальше. Вот, и попробую здесь покидаю. Вот, ну я думаю, как раз хорошее место будет вот сейчас. Так, немножко подзаправиться. И огонь. Вот у меня все, что осталось от моего червяка. Он немножко пострадал. Тут еще есть его верхнее продолжение. Глубина опять же та же, полметра. Пробую. Прямо кидаю вот недалеко от лодки. Так, заинтересованность есть. Поклевки. Сколько ж тут окуня? Просто немерено, очевидно. Но здесь рай для окуня. Трава высокая. Так, перекину. Мне кажется, что надо сделать более свободный заброс. Я кидаю пока на ограниченном забросе по леске. Сейчас попробую прижать и сделать более такой результативный заброс. Да. О, получилось. Ну и опять же надо как-то стопорнуть ее. Надо как-то стопорнуть. Она автоматически стопорится. Все. Ну, теперь с такого расстояния как бы поприятнее будет. О, сразу. Ты куда? Блин. Что-то есть, но очень мелкое. Очень-очень опять мелкое. Опять же такой же окунь. Смотрите, друзья. Опять же окунек. Но этот уже будет покрупнее, что приятней, как бы, да. Хоть он и такой же радужный, но будет немножко покрупнее предыдущего. Так, ну что ж, ты, брат, мне тоже не нужен. Сейчас мы тебя будем тоже отпускать. Ты мне только крючок отдай, надеюсь, он у тебя не... Не, он у тебя опять же... Не, он опять у него в самом-самом не хочу, блин. Ох. Как ты, блин, как они глубоко глотают эти крючки, просто трэш. Так, подожди, не пася. Сейчас мы попробуем тебя освободить. О, получилось, короче, ребят. Освободить мне этого красавчика. Ну что, красавчик, возвращайся в свое. Убежал. Ну, все, что осталось с моего червяка, практически его уже нету. Окуни помогли мне его уничтожить. Так, все-таки попытаюсь еще вот на такого рваного попробовать забросить. Так, надо его как-то мне на кучу смести. О, вот так. Ох, уже кусок оборвал какого-то. Так, кусок оборвыша.
ты тоже должен быть на крючке. Так. Вот такой вот маленький будет у меня уже последний заброс, очевидно. Небольшой совсем. Червяка почти не осталось. Но попробовать стоит. Так. Огонь. Ох, чересчур. Ну, друзья, только не успел я забросить. Друзья, и сразу, смотрите что. Смотрите. Вот не успел забросить. Буквально зацепил за губу. Ну как вот так вот может быть, а? Здесь что, этого окуня просто как грязи, что ли? Ну и вот верхнюю губу подцепил ему. Это трэш. Но красивый такой, да, эффектный паренек. Видно, крупненький. Брать я его не буду тоже. Я его тоже отпускаю. Он мне не нужен. Здесь мы можем обойтись без экстрактора. Вот. Все. Друг, беги. Ух, убежал. Все. Пришел рассказывать всем, какой тут вкусный червяк. Хотя, блин, я этот червяк не успеваю просто менять. Да я забрасывать не успеваю. Это просто трэш. Я просто пытаюсь забросить, он уже его сразу рвет на части просто. Ну вот какие остатки. Но это уже все. Это уже, я не знаю. Просто ошметки червяка. Так. Все-таки не меняю глубину. Далекий заброс не делаю. Попробуй прямо вот так вот. Как он меня и взял. Ну вот опять же. И опять же, что мы имеем? Опять же, этот окунь. Что хочу сказать. Рыбалка здесь просто отменная. Но в основном это окунь. Тут кроме окуня что-то есть вообще? Просто трэш. Ну вот такой очередной кушок. Опять же я его взял за губу. Опять же зацепил за губу его. Короче, не путай меня. Снасть, пожалуйста, дружище. Я ж тебя отпускать буду. Так. Короче, можно его сразу крючок освободить и сказать: дружище, пока-пока. Бам. Все. Да, что-то меня этот окунь бесит. Так, ну что ж, попробуем еще на такой огрызок. Давай на такой огрызок. Короче, больше всего здесь окунь. Окуня здесь как грязи, я так понял. Ну что сделать? Короче, ничего ж другого не придумаешь. Ну, может быть, среди окуня что-то словится хорошее, достойное. Ну вот опять окунь. Сорвался. Можно даже кидать вот так вот прямо под лодкой. Я прямо вижу вот червяк под водой. Вот. Опять окунь. Нет, все. Меня это достало. Друзья, меняю позицию. Меня этот окунь просто выбивает. Я уже просто устал от этого окуня. Этот вообще мелкий окунь. Ну что это? Это вообще малек. Так. Пришло время, короче, отгребсти немножко подальше. Вот. И попробую выбрать другое место. Надеюсь, что в другом месте будет окуня меньше. В чем я, конечно, честно сказать, сомневаюсь. Но тем не менее. Сейчас отплыву еще немножко подальше, ближе к своему острову, очевидно. И оттуда попробую уже покидать. Что-то мне подсказывает, что здесь кроме окуня ничего, собственно говоря, и нет. Что-то мне подсказывает это. Мне кажется, что такое количество окуня выбивает любую икру любой рыбы. Мне кажется, даже икру самих окуней они выбивают. Хотя, смотря сколько здесь улиток,
да, но мне кажется, что еды тут просто немерено. Как и растительности, собственно говоря. Очень плодородное такое озеро на улиток и на окуня. Ну и на водоросли. Но я слышал, что здесь плещется что-то. Какие-то кабанчики здесь прыгают. Как булыжники в воду. Но где? Где? Ох, не знаю. Ладно, продолжаю свой маршрут. Попиваю Сомерсби. О, хорош. Хороша чертовка. Хороша. Так. Сейчас я отплыву немножко дальше. Дальше в центр. Может быть, мне кажется, что вот этот весь мелкий окунь, он больше все-таки под берегом, да? Ну, у меня что-то вот как-то так кажется. Не знаю, правда это или нет. Так, рыбалка продолжается. Есть еще Сомерсби. Ну и плывем дальше. Попробую покидать тут. Так. Мой друг червь спрятался. Сейчас мы его будем отсюда постепенно доставать. Так. Где ты, дружище? Тут. Я тут, он говорит. Так. Сейчас мы его насадим. Вот, глубина здесь. Здесь, блин, опять к мели идет. Но все-таки попробуем. Так. Есть. Насадили друга. Ну и вперед. Вперед к большим-большим окуням. Ну и не только окуням, если что, вдруг. Так, ну, вроде бы правильно все. Нажал эту кнопку. Сейчас должен быть заброс такой, да. Оп, есть. Стопорнули. Ну, сразу поклевка. Ну, кто бы сомневался. Ох ты, елки-палки. Тихо, тихо. Эй. Что-то есть, друзья, но... А, сошел. Прикинь. Прикинь, сошел. Ладно. Так. Просто у меня очень, я понял, жирно насажен червь. Сейчас мы эту проблему исправим. Так. Вот теперь самое оно. Так. Теперь самое оно. И вперед. Опять огонь. Все-таки не привык я работать с этой катушкой. Она для левши, походу. Ну что ж такое? Только закинул, сразу клев. Ну. Так. Стопорном. Ох. Тихо. Да, это трэш. Смотри, что творится. Опять этот друг. Одно и то же. Нет, это все клево, но меня уже достало. Ну что, опять же, отпускаем. Отпускаем дружбана. О, какой. Отпускаем его, да? Отпускаем тебя? Да, отпускаем. Точно, хорошо, отпускаем.
Так, поправлю только своего червя. Ну, не своего червя, поправлю червячка. Поправил червячка и опять. Давай. Огонь. Оп, сразу сходу. Раз. Есть. Смотри какой. Просто со старта. Вот видел, да, я не успел забросить. И он уже тут. Короче, просто жопа. Ну что ж, очередной друг, которого выпускаем. Да? Выпускаем тебя? Выпускаем. Буль. Очередной брат пошел плавать. Опять же поправляем червяка. Он у нас опять весь вылез наверх. Но это чревато, когда достаешь крючок из окуня. Как правило, весь червяк уходит на леску. Либо срывается. Так. Ну как-то вот так, что ли. Подправили. Вот. Делаю последний заброс в этом месте. Вот, если будет окунь, опять же буду менять место. Да, кстати, сделаю чуть больше глубину, очевидно. Хотя тут это бессмысленно, в принципе. Но тем не менее. Кидаю прямо вот возле лодки. Так, очевидно, что это уже самое дно. Ну и как всегда, очередной окунь. Ну, тихо, тихо ты. Тихо. Очередной. Ну вот как-то так, друзья. Вот такая вот здесь рыбалка. Так, ну я попробую приблизиться все-таки к этому островку. Посмотреть, что там творится. И посмотреть, почему оно там творится. Что же меня так испугало, что там такого есть. Когда я здесь был ночью, что-то очень сильно там плюскалось. Ну прям такие вот конкретно. И меня это в принципе испугало, потому что изначально мой остров находится вот там. А этот остров я перепутал. Ну, я думал, что это он. Это его как-то один из берегов. Оказалось, что... Ну, в темноте-то не разберешь. Оказалось, что нет. Что это просто отдельный такой мыс каменный, островок. Вот, очевидно, там гуси. Гуси-лебеди. Не хочу их опять напугать. Но подъехать стоит. Посмотреть, какие тут животные. Что же меня так напугало. Вот, из живности здесь я вижу только репейник. Ну, еще какие-то такие травы непонятные. Очевидно, не только здесь могут такие травы расти. Видно прямо, как окуни плавают. Капец, вода чистая. Да, здесь окуня очень много. Просто очень. Так, продолжаем рыбачить. Я думаю, сейчас в дело пойдет второй червяк. Вот. И мы попробуем на второй червяк уже попробовать, может быть, что-то более серьезное клюнет. Или более крупный окунь хотя бы. Ну, это не дело. Вот эти малыши как бы мне удовольствия не очень доставляют.
Хотелось бы что-то ощутить более в руках, такое крупное, какое-то сопротивление, игру. Хотя, в принципе, даже мелкий окунь этот довольно хорошо сопротивляется и, ну, в принципе, наслаждение и так получаешь, да, но хочется все-таки какую-то трофейную рыбу. Надеюсь, мне повезет больше где-то в центре водоема. Вот, здесь уже, я смотрю, темная вода, глубина будет побольше. Вот, но все-таки я еще чуть-чуть отплыву подальше. Вот, подальше к центру, чтобы у меня был запас прочности на снос. Якорь я не использую, поэтому мне надо так, чтобы течение меня не сильно быстро сносило. Да, здесь глубина уже, вот видно, я вижу водоросли. Кстати, просматривается, даже здесь просматривается буквально вот этих вот 2 метра глубины, может быть больше чуть-чуть. Но они очень хорошо просматриваются. Вода достаточно чистая, хоть и поросшая водорослями. Из-за того, что здесь небольшая глубина и вода очень быстро прогревается, я так понимаю, что растительность из-за этого более обильная. Очень хороший фотосинтез, и водоросли просто, ну, вырастают очень быстро, их как грязь. Если бы была более большая глубина, то солнце, очевидно, лучи переламливались бы по-другому, и не было бы такой буйной растительности на дне. Но имеем, что имеем, в принципе. И здесь я верю, есть хорошая рыба. Но пока что мне не везет. Ну или как бы везет, да, ну на мелкую. Поэтому буду пробовать. Сейчас вот где-то уже отсюда, я думаю, да, можно будет пробовать закинуть удочку уже на второго червяка. Так. Да, вот он, кстати, созрел я уже ко второму забросу. Так, что у меня тут, какие друзья у меня тут хотят на крючок? Вот нашел одного вялого дружка, вот такой у нас парень. Вот думаю, он просится просто на крючок. Друзья, они у меня черви ослабшие немножко, потому как, ну, уже более месяца, как они тут томятся. Я их давно покупал. Их тут было 18 братьев Оушена, но осталось, наверное, уже штук 10. Я был на 2 рыбалках, использовал их на 2 рыбалках. Так, в этот раз не буду глупить и поделю его на 2 части. Вот, и попробую с 2 частей. Ох ты, елки-палки, смотри, как он ожил сразу. Не хочет, чтобы его перекусывали. Ну, конечно, я понимаю. Так, ну все же, вот так, перекусили. Есть у меня 2 половинки, и одна и другая половинка достаточно живые. Поэтому все должно получиться сейчас. Так, где мой крючок? На моем крючке еще есть обрывок, но обрывок я уже этот использовать не буду. Вот он у меня пойдет на прикормку импровизированную. Так, и сейчас пойдет вот этот второй друг. Так, есть. Ну вот, собственно, все готово. Делаем второй заброс. Сделаю чуть больше глубину. Здесь все-таки глубина чуть побольше будет. Вот, надеюсь, в водорослях не запутаюсь. Ну и погнали. Так. Ух ты, сразу сходу. Пам. Нету. Видно, опять мелкий. Мелкий окунь. Ух. Так, что это у нас? Это у нас довольно-таки такой неплохой уже. Да. Смотри, какой красавчик. Ну, красавчик же, нет? Эх, тихо, тихо ты.
Ну что ж, пока что оправдывает все это дело то, что я глубину увеличил. Попадаются более крупненькие такие вот окушки. Но это еще не тот вариант, который бы я хотел видеть. Ох, тихо-тихо. Не тот, друзья, вариант. Сейчас мы его освободим. Его я тоже не буду забирать. Хоть он и неплох уже, да, вот как бы. В принципе, такой размер как бы на таранечку пошел бы. Но я более гуманный в этом плане. Я все-таки хочу что-то покрупнее, поэтому он у меня уходит плавать дальше. Так, а тем временем поправим нашего червяка. Так. Вот такой у меня огрызок. Так, есть еще вторая половина, но она пока что ждет. Вот. И делаем следующий заброс. Ну, опять сразу, сходу. Ну что вы, ребят. Сразу мне пол червяка откусили. Так. И опять. Ничего не меняется, друзья. Ничего. Нельзя с ними медлить, потому что если промедлил, он заглатывает просто по самое не хочу. Опять надо, короче, уплывать. Делаю еще последний заброс. Если опять мелочь, то буду опять менять локацию. Так. Вах. Опять более-менее крупный. Смотрите, какой красавчик. Вот она, рыба моей мечты, вот она, ясь! Ребята, ясь здоровенный, ясь! Ясь! Вот, но все равно меня такой размер не устраивает. Хотя вот, друзья, не знаю, подскажите, может быть, они больше и не растут. Вот, в любом случае, я его буду тоже отпускать. Вот, не планирую я его забирать. Хотя в этот раз он уже такой, ну, плюс-минус хороший, надо сказать. Да, дружище? Скажи что-то. Бо-бо, молчишь, да? Ну ладно, все, передавай своим, чтобы кто-то покрупнее пришел, а то как-то скучно становится. Наступает вот это время, когда червя моего уже практически нет опять. Наступает это время, когда начинается кормежка. Вот, делаю еще один заброс. Блин, сходу, ребят, я не успеваю просто. Не успеваю закинуть. Смотри, еще один. Но этот будет такой, скажем, выглядит немножко худеньким. Очевидно, что мало кормился как-то, ну, выглядит как-то худовато, мало покушал, наверное. Но мы его выпустим, он вырастет и наверное, все-таки как-то потом, когда поймает его кто-то другой, он будет более крупненьким. Очередной окушок, которого выпускаем. Да, дружище? Но красивый, скажите. Красивый же, правда? Красавчик. Смотри, какая челюсть. Хищник. Так. Червяк, который решил заняться побегом. Червяк хотел убежать, но мы его вовремя подловили.
Так, хотя у нас есть тут еще огрызок старого. Я больше чем уверен, что даже на этот огрызок будет что-то клевать. Поэтому не буду спешить. Пока что мой друг подождет. Вторая его половина. А на этот огрызок мы сейчас его поправим. И вот так. Вот, поправили. Плюс-минус. Вот такой огрызочек у нас. Ну и пробуем очередной заброс. Опять же сходу. Ну что ты? Ну опять вот эта мелочь. Блин. Все, меняю опять локацию. Ну, опять же, такого отпускаем. Сейчас я выброшу все-таки этого червяка. Этот уже будет на прикормку. Так, пока что не буду населять нового, друзья. Хочу поменять свою позицию. Опять же выберу чуть другое место, потому что что-то мне не нравится это все. Этот мелкий окунь, он меня не вставляет. Поэтому будем пробовать двигаться в другое место. Хотя вот два окуня поймал таких, ну, в принципе, хороших. Можно сказать, с ладошку, как у нас говорят. Но, опять же, вот эти с ладошку, ну, они меня все-таки не устраивают. Все-таки я знаю, что есть побольше рыба, не получше. Вот, кстати, смотрите, что-то он прыгает там. Что-то непонятное творится. Я завтра сойду за тобою после 7. Зимнее солнце, и я появляюсь все реже и реже.
Моє місто мовчить, воно загубило нас. Десь у другій ночі ми ходили у магаз. Я сумую за твоїм волоссям і за запахом вулиць досі. Дуже життя тоді не потребує інших слів. Ради пустих офісів і таких же пустих описів. Хтось колись писав, як болить, відпустив, все брехня, я не можу далі йти. Запальничка завжди була третьою лишньою. Ми вже ніколи не будемо колишніми, знаєш. Мені тебе не вистачає. Запальничка завжди буде третьою лишньою. Зникне з думок і вже просто облиш мене, знаєш. Та я тобі не пробачаю. Не пробачаю, я 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 не пробачаю. Всі багатоповерхівки вже забули, де ми були, де ховали сигарети, де писались на касети в нашій школі нема вікон. А тоді ми в них дивились, ми хотіли і ми мріяли колись там стати кимось. Малювали у метро більше дев, ніж Мона Ліза. Найдешевше в нас вино, мама мріє, дім, валіза. Твої руки, небо, постріл, ти холодний, як залізо. Знову школа, знову вікна, ніч, готель, вокзал, валіза. Запальничка завжди буде третьою лишньою. Ми вже ніколи не будемо колишніми, знаєш. Мені тебе не вистачає. Запальничка завжди буде третьою лишньою. Зникни з думок і вже просто облиш мене, знаєш. А я тобі не пробачаю. Не пробачаю, я не пробачаю, я не пробачаю, я не пробачаю, я не пробачаю. Ну что ж, друзья, вот и подкрался крайний день моей экспедиции. Ну а встречает меня, как всегда, все то же осеннее бархатное солнце в своем эпичном восходе. Дышится здесь легко. Оно и понятно. Огромное количество хвойных деревьев отлично отфильтровывают воздух и выделяют при этом огромное количество кислорода. А вот так моя палатка выглядит изнутри. У основания потолка подвешен фонарик Blue Diamond, который коротал со мной все эти темные ночи. Во время моего пребывания на острове дождей не случалось, и это позволяло мне удерживать два выхода из палатки большую часть времени открытыми. Не буду я, друзья, сильно расхваливать эту палатку, уверен, что есть варианты намного лучше, да и в проливных дождях мне испытать ее так и не довелось, но в целом от ветра и солнца она защищает себя достаточно хорошо. В том числе и от шишек, которые постоянно падали с дерева. Как говорила Куджава, крылья сложили палатки, их кончен полет. Сложив палатку, я начал готовиться к отъезду. Большую часть вещей я неспешно собрал. Это не забрало у меня много времени, и я был максимально готов к отплытию. Ну а пока что пришло самое время заняться костровыми делами. Есть у меня еще небольшой запас колбасок, и думаю, что ланч перед отъездом будет самое то. Все мои приключения на острове длились 3 дня, и все это время я познавал что-то новое. Другими словами, был просто счастлив. Думаю, друзья, вы со мной согласитесь. Ведь что может быть лучше, чем вот так вот потратить время, наблюдая за огнем, а может быть в лодке с удочкой в руках? Или же шатаясь по лесу, собирая грибы? Как бы там ни было, и то, и другое просто великолепно. Но если совмещать все эти вещи, то и получим то, что называется счастьем. Итак, друзья,
Сейчас буду жарить колбаски. Угольки уже практически готовы, так что самое время. Ну а поможет мне в этом все та же полюбившаяся мне решетка-гриль. А вот так, друзья, выглядят все мои вещи, которые я брал с собой на остров на 3 дня. Большую часть объема моих вещей составлял спальник, палатка и надувной коврик. Меньшую же часть составляли рыболовные снасти и термосумка с продуктами. Ну и, конечно же, вода, куда же без нее. Всего у меня было около 8 бутылок, объемом литр 250 каждая. Возможно, кто-то скажет, что лучше брать с собой питьевую канистру. Не могу не согласиться с этим утверждением, но конкретно в моем случае бутылки оправдали себя. Я их мог взять с собой в палатку, а также использовать как тару для технической воды. Ну что ж, подошла моя поездка к концу. Буду покидать остров. Надо сказать, много узнал я об этом острове, много интересного. Узнал повадки многих зверей. Ну, в общем, опыт получил колоссальный. Что хочу сказать. Возможно, я сюда вернусь. Не знаю когда. Когда-нибудь. Возможно. Так, все сложил, большую часть груза перенес в лодку, ну и соответственно за собой убрал. Просто дико не перевариваю людей, которые оставляют после себя горы мусора. Решетки к решеткам, а ведра к ведрам. Все на этом острове имеет свое место. Ну и не забыл убраться возле костровых дел. Все-таки кто бы ни пришел после меня, имеет полное право наслаждаться разведением огня, а не уборкой костровищ. Также весь мусор я забираю с собой и при первой возможности выкину его в специально отведенных для этого местах. Такие простые действия помогут сохранить чистоту и природную красоту этих мест. Надеюсь, друзья, вы со мной солидарны и поступаете так же, как поступил я. Спустя некоторое время мой каноэ полностью отгружены и готовы отдать швартовый. Хотел сказать 7 футов под килем, но нет, походу это не в моем случае и не будем перегибать. Так что тишина на палубе, кальмарьи кишки. Ну что ж, друзья, пожелайте мне полных парусов и сухого пороха. Ну а пока пойду попрощаюсь с островом, немножко помедитирую напоследок. Что-то тебя вернет и заберет опять с волнами унесет. Что ж, хорошая погода по приезду, хорошая и по отъезду. Как мы все знаем, друзья, все хорошее когда-нибудь заканчивается. И моя экспедиция тоже подошла к концу. Это были 3 незабываемых дня, которые отложатся надолго в моей памяти. Ну а дальше меня ждут новые приключения, новые места. Я думаю, не менее колоритные и интересные. Так что оставайся, подписывайся и ставь лайки, если тебе понравилось. Не буду прощаться, друзья, с вами. Увидимся в новых экспедициях и приключениях. Я завтра зайду за тобою после 7. Я зимнее солнце, я появляюсь все реже и реже. Мне так больно смотреть, как красиво лежишь ты на теле реки. Ты
Медвежонок говорил, говорил, а ежик думал, все-таки хорошо, что мы снова вместе.